Видишь? Что-то я первый раз Есть тебя, такую профессионал. ложку вижу. А я любитель, видишь, вот раз, берешь, смотри, набрал, вынимаешь банку, надо банку сначала приготовить. Раз, смотри, хоп, видел, не? Ну да. Есть у тебя такая ложка? Нет. Только у меня. О. Видишь? Я думаю, на килограмм 80 хватит этой кукурузы. А то вы ведрами кормим, я чуть-чуть, во. И 30 килограмм гарантия споймаю. Да? Да, опарышей. Ну вы смотрите, я буду вас ждать с телефоном, когда вы будете назад ехать. Ты что, будешь снимать меня? Все. Ложечка. В тебе колишка немає одіти. Пахне. У нас сейчас важная миссия. Нам передали саженцы из московского филиала наших черничников. И мы садим их смородину. В следующем году Валя к вам поедет с урожаем вашим. Поэтому все мы посадили. Ну еще, и сколько там, еще одна? Еще одна, да. Еще пойдем одну посадим. Мы еще посадим одну. И все, Сюди колесо принесеш. красота будет. Підеш забереш, соєдиниш. Уже, кстати, нету мошек. Нету мошек. Друзья, всем привет! Вы попали на канал Дела Семейные. И мы наконец-таки начинаем нашу серию дома. Мы приехали на хутор. Сейчас мы возле нашего озера находимся. И вы слышите? Я вначале испугалась, мы идем. Трещит озеро. Ну, что Это это? ряска или вот это вот тина, что это? Просто все озеро затянуло ряской. Вода очень сильно падает. В лодке вода стоит из-за этих дождей. Поэтому я не знаю, что тут будет, что происходит. И что с ним вообще произойдет с этим озером.
Заметили, мы каждый раз приезжаем, а у нас каждый раз новая кошка. Они делятся как-то. Непонятно. Да. Ну да. Приходят по очереди. Но было зимой и приходили все вместе. Как вы уже поняли, ну, я в огород по-любому. Да, а я чуть-чуть надо подкосить, и может, если хоть времени, крышу туалета доделаю. А виноград как там поплелся? Так тыквы расплылись, правда? Угу. Пока только цветут. Пока только цветут. Ну, цветков много. И вот завязываются маленькие-маленькие тыковки совсем. Да. Ага. Есть тыква? Большая? Уже есть. Вы говорите, что там прочистить и котов взять, помочь ему, смотрите, погладил ее. О, в бочку прям, слышишь, их надо уже. И в банку. Ну, соберем, посмотрим. Если соберем нормально, сегодня я покажу рецепты бочковых огурцов, которые мы складываем в банки. Ну, я думаю, я насобираю. Нужно нашу хуторянку срочно спасать. Последний раз очень сильный дождь был. И вот он столько налил воды, что лодка села на берег. Вот она сейчас вообще неподвижная, ее не шатает, ничего. Воды довольно много. Все, ее освободили. Меня вроде долго не было, а ты, смотри, тут уже ведро насобирала. Ты понимаешь, каждый куст просто усыпан. Каждый. Я не знаю, нам очень много этого. Я 10 литров собрала. С горой даже, 11, считай. Так это я еще вон тут. Это я еще такие очень зеленые оставляла уже на семена. Ну тут на семена, я не знаю, я с пол своей деревни могу дать спаржев на семена. Я не знаю, я думаю, может посмотреть какой-то рецепт, как-то закатать. Но она вот прям Ну, вот я никогда не молодая. пробовал, может вкусно было бы. Ну, она прям молоденькая, вот такая желтенькая, прям вот-вот кушать, потому что уже сейчас я сорву. Зеленая есть. Ну вот такую я желтенькую срываю, она прям молоденькая, а это уже, ну, постарше. Я вот такую оставляю, ну, там на семена просто будет.
Мы потом тут А на семена она как? Вот просто внутри горошинки, которые это уже семена? Ей надо вырасти лучше. И их сушить надо или что Да, с ними? тут еще маленькие. То есть даже эту можно есть зеленую. Мы потом она дорастет, и осенью ее, развесим, она подсохнет, и я оборву, и тут в доме подвесим. На следующий год посадить. Ну и фиолетовый у меня целая грядка. Для нас 2 грядки это очень много. В следующем году, наверное, так не надо сажать. Хотя, если мы закатаем, в общем, пишите рецепты какие-нибудь интересные. Мне даже интересно, как она будет закатать. Ну, как тебе? Ну, у тебя помидоры тут, конечно, рассада одна и та же. Просто нам надо от фитофторы попрыскать. Тут фитофтора начинается. У нас же фитоспорин есть, да? Ну, мы с собой не взяли. Я Ну, не это думала. мы, может, завтра. Я приеду, специально покроплю. Ну, Видишь? смотри, одни и те же помидоры, позже посажена рассада. Посажена... Покажи руку, в руку возьми его. Вот. Посажена рассада, но позже, я не знаю, даже если не соврать, на месяц. Они на улице росли. Без теплицы, там, все дела. Где здесь уже день жарко, ночь холодно, Всё, тут уже фитофтора конкретные идёт. перепады. Да, обрабатывать. Ты обратил внимание, как вот этот торнадо, который я пшикал, как он спалил, тут все просто сжег. Ну. Мы место специально его попшикали от сорняков, от травы, потому что здесь уже совсем скоро начнем строить. Да, и вот Что эти строить, деревья, так скажем. все мы спилим. Ну, вот эти деревья, я оставлял их специально вот это. Думал, типа кормушки, вот как на том дереве сделать. Они уже тут даже ветки попускали. Какие кормушки, да? Ну. Надо это все спилить. У нас очень много деревьев, вот изнутри выедено, это скорее всего, наверное, рак, да? Мгм. Металл. Просто вот оно пустое. О, пустое. Оно везде пустое, его мы тоже спилим. Все деревья, которые вот такие вот, сухие, непонятные, не нужны нам, мы все-таки ничего оставлять не будем. Мы хотели оставить тенек, но мы передумали с этим теньком. Мы, короче, наверное, по осени начнем обратно все пилить. Да, мы максимально начнем заново чистить дальше. Но для этого нам нужен дровник. Да. Поэтому там будет дровник. Мы раскрыли планы.
Но мы, как видите, без урожая не уезжаем. Я не Слышишь, знаю. нормально так сюда приезжать, да, просто собрать и уехать. А оно тут само себе растет. Но ты понимаешь, это насколько это место, ну, благодарное, наверное. Потому что ухода практически не производится, а земля нас кормит. Ну, конечно, мы Поэтому- для этой земли с тобой за полгода это сколько сделали. У меня полпакета огурцов, салат, зеленый лук, 10 литров спаржи, даже 11, и 20-литровое ведро кабачков. И, как вы видели, помидоры неплохие, но главное, что фитофтора их, конечно, не поразила. Но я считаю, все очень-очень хорошо. Все супер. Мы сюда приезжаем уже 3-й раз и уезжаем с ведрами урожая. Да, у нас целый багажник урожая. Матроскин, такой молодец, у нас все кушает. Да, матрос? И много кушает. Ну что, будем приступать к засолке наших огурчиков бочковых. Мы их делаем в банке. Все легко и просто. Ингредиенты надо: мука, соль, огурцы и всякие листики. Мы их кладем в банку: хрен, смородину, вишня, листики и зонтики укропа. Все, больше мы ничего. Я сложила. Теперь будем сейчас укладывать туда огурцы. В основном для таких бочковых огурцов мы берем, ну, вот такие уже побольше переросшие огурцы, они очень хорошо подходят. Мы делаем в них просто вот так прокол насквозь. И все. И все. Рецепт очень простой. На 1 литр банки столовая ложка соли и столовая ложка муки. Но можно делать и без муки. Может попробовать и так, и так. Все, пропорции остаются одинаковые. У меня здесь 5-литровая банка. Я буду ложить 5 столовых ложек соли, 5 столовых ложек муки и соли. Мы набираем, ну, как набирается, без большой горки, потому что будет соленое. Вот так. Вот так. Все, доложили банку. И сейчас заливаем просто холодной водой, накрываем крышкой и убираем в погреб или в кладовку. Все. И все готово. Сейчас я залью, растрясу и все. И все волшебство. Больше ничего делать не надо. Друзья, всем доброе утро. Самое утро я на хуторе. И сегодня я впервые планирую нормально порыбачить на озере в лесу. Но в этом тоже есть кое-какие проблемы.
о какой проблеме я говорил, это то, что, во-первых, лодка в прошлый раз стояла на мели, во-вторых, очень сильно все поросло тиной. Я не знаю, получится у нас выплыть или нет. Ну, вроде как получилось у нас спустить ее на воду, точнее поплыть. Очень много ряски, очень много тины. Почему так, я не понимаю. Чистое было озеро, а теперь все очень плохо. Сколько малька. Планирую порыбачить сегодня в левом углу, дальнем. У нас сегодня фидер и крокодильчик на грузе. И, кстати, я, кажись, понял, что это за трески на ряске. Это какой-то малек ее ест. Потому что я подплывал. Сейчас, если заметите, возможно, расплывется и притихнет. Все. Донка и фидер установлены. Будем пробовать изначально на червячка, на пучок, на небольшой крючок. И я сейчас понял то, что, наверное, на донку, на фидер ничего не будет, только если какие-нибудь плавающие бойлы повесить, потому что прощупал палкой дно. Там очень много ила. Очень много малька. Непонятно какой рыбы. Смотрите, сколько его. И этот малек, этот поплавок теребонит туда-сюда. Червяк пока безрезультатно. Сейчас попробую кукурузу. Смотрим, первая поклевка. Пока на червячка. Но уже хоть что-то похожее. Фидер, донка тоже молчат. Была вот эта маленькая поклевка, буквально там пару раз кивнул поплавок, и все, и опять тишина.
Вот какой проход. Это я не знаю. Наверное, на водопой. Дикие звери ходят. Все, на озеро пробились первые лучи солнца. Красотища просто неописуемая. Перешел на кукурузку. Будем ждать. Но хочу сказать, что рыбы плескается очень много. Возможно, это хищник, но очень много. То там, то там, то там. Ну, не знаю, я не верю, что не может такого быть, чтобы здесь рыбы не было. Мерно именно. Неужели только щука? Я когда приехал сегодня рано утром, видели кадр, да, цапля серая летела. И здесь на озере поселилось 4 штуки. Они сразу улетели все 4. Лебеди так и не прилетают. Уже их давно нет, уже месяц точно, может даже больше. Даже 1,5. Не знаю по какой причине. Было еще пару поклевок, но на этом все. Заканчиваем и перемещаемся с вами на другую локацию. На конек туалета нужно отрезать, наверное, еще 3 доски и вот сделать вот этот маленький нахлестик. Это единственное, что осталось с крышей. И основа, получается, уже будет сделана. Дальше приступаем внутри и начинаем красить. Но красить мы его будем... Идея есть, но как она получится, я пока не знаю.
отвечаю сразу на вопрос, который вы мне зададите. Где яма? Ямы у нас не будет, потому что у нас здесь и так очень низко. И непонятно, какие грунтовые воды будут. Поэтому мы уже купили бочку, она как раз сюда вот будет становиться большая. У нас он будет самообслуживание. Еще один грибочек. Еще один. О, тут два. Мне уже подсвини. Вы, наверное, сейчас думаете, слята. Ничего не доделал, в лес пошел грибы собирать. Да как раз таки нет. Я в шоке, друзья. Просто полнейшем. У нас грибы растут во дворе. Маслята. Сейчас я соберу, сколько их здесь. Я, наверное, еще много скосил в прошлый раз. А здесь я не трогал территорию. Вот еще. Раз. Два. Три. А, погодите, тут не только маслята, тут и польские. О, польский. Масленок, масленок, масленок. Польский. Масленок. Польский, польский. Масленок. Ничего себе. Нужно идти в лес, потому что в нашем лесу растут и маслята, и польские. И белые есть. Наверное, начались грибы. Ну а теперь, друзья, я по-настоящему в лесу. Знаете почему? Потому что я Яне сказал, что у нас во дворе растут грибы, и она тут же примчалась. Я кинула все, думала закатки закатывать, но я думала, Показывай уже. О, результат ничего надо. себе. ну только нашли. Короче, мы сорвались. Ой-ой-ой. Мы сорвались с работы. Я с Хуторской, она с домашней. Мы приехали в лес. Класс. Вообще, да. Ну. Суперский. Червивая уже. Весь? Немножко червивая. О, нормальный. Все, дальше не режь. Ну, тут еще червивая. О, дальше нормально. Супер. Шляпка только. Жалко. Я тоже нашел. Да, рассказывай. Это бабка. Ага. Червивенькая. Смотри, какой красавец. Тоже бабка. Она такая водянистая, они ж растут бабки там, где влаги много. Она водянистая. Тоже, наверное, червивая будет. Червивая? Они уже, может, давно выросли. Ну что он? Это целый. Целый? Да.
Супер. Слышишь, не зря, наверное, я этот строительство туалета приостановил. А не зря я О, кинулась сюда. зонтики. Да, Слышишь? зонтики есть. Первый польский. Ну не первый же. Ты ж находил. Ну там их тяжело польскими назвать было. Я сразу подумал маслята. Червивый, смотри. Ну, Полностью. Маленький он нашла. Вот классно то, что мы знаем, да, в какую часть леса идти, за какими грибами. Мы сюда шли, и мы знали, что мы здесь польские найдем. Ну, чуть-чуть Ну, ножку эту ножку вырежь. вырезать и всё. В той части мы знали, что там будут маслята И и белые. белые. Ну вот еще бабки, да, мы там Да. первый раз. В прошлом году мы не находили. Разве здесь не будут. находили? А здесь мы только польские находили, да? Только Да. белый там в конце. далеко Находила в углу. я там белые, да. Огромный, тот, который в прошлом году. Это не тут. Это в другой стороне. Ну там, Да. далеко. Почему мы сыроежки никогда не собираем? Не знаю. Так вкусно пахнут. Мы не едим такие. Надо, чтобы нам в комментариях написали, что можно делать с сыроежками. Как их едят. Так может много ложных есть. Вообще они так пахнут. Кажется, вот я бы сейчас ее съел. Угу. Ну что, движемся уже к машине. Ну что, ну вот нашли белых. Ну как-то все. Пару польских. И все. Пару гнилых, но бабок очень много. Было плохих. Плохих, такие большие уже, они там прям уже разваливались. Либо еще рано, либо они, уже поздно, да? либо они еще не выросли. Зато находились, Ну на супчик. воздухом дышали. На супчик будет. Да, Приготовим небольшую, да? да, Сейчас прямо. хочется очень. В общем, мы наткнулись, получается, с тобой на полянку белых грибов. Но мы и в прошлом году там находили. Мгм. Вот, поэтому Не, мы в этом месте, наверное, белые не находили. чуть-чуть Мы в дальше этом туда. находили маслята, Мы а не белые ходили как-то по этой там. лесополосе вот этой. Ну да, в этой части. Ну, зато немножко с уловом, поэтому. Ну, уже как есть.
Раз уже была тут, то за урожаем заехала. Оборвем еще вот одну фасоль, что я дорываю. Опять получилось у меня 10-литровое ведро. В итог мы собрали с 2 грядок 20 литров. Так это еще не все, тут еще много молоденькой не доросла. Я считаю, отличный урожай, правда? Да, Очень только много помидоры. Я сегодня с утра понял, почему фитофтора съела. Тут такие туманы ужасные. Все, да. Сильнейшие просто. Начались туманы. Но мы покропили. Давай вот оборвем вот эти помидоры, которые с фитофторой. Давай. Остальные пускай висят. И листы, может, какие сильно пораженные. Может, ты еще через пару дней обработаешь? Да, да, могу. Давай. Надеюсь, мы, может, хоть как-нибудь спасем наши помидоры, правда? Не, ну я думаю. Ну, если уже нет, то нет. Я дал хорошую дозу от фитофторы, Ничего. фитоспорина. Мы в прошлом году им кропили, Ну он да. как бы нам понравился. Видишь, все, погода стали туманы, но от этого никуда не денешься. Да. Все, будем заканчивать ролик. Поедем замораживать наш урожай, нашу фасоль. И будем с вами прощаться. Всем спасибо, кто смотрит нас, ставит лайки, пишет комментарии. Нам очень-очень приятно. Вы даете толчок двигаться дальше и не останавливаться. Все, всем пока. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока-пока. Первый настоящий грибной суп. В этом году еще из белых грибов. Я прям чувствую запах этот. Прям грибами пахнет. Ты еще не пробовала? Очень вкусно. Прям белый, вот вкус белого гриба в супе не заменишь ничем.